Здравствуйте, меня зовут Андрей, и мы находимся на канале Ходим-Бродим. Сегодня я хочу показать вам, как я буду собирать стол из материалов, из стандартных панелей, которые я купил в Леруа Мерлен. Это будет обычный письменный стол. Буду я его собирать с помощью вот таких вот саморезов, никаких специальных мебельных шурупов у меня не будет, приспособлений. Вот обычная дрель, карандаш, рулетка. В общем, что я сейчас хочу вам показать? Я хочу вам показать, как я придумал способ, ну не знаю, может быть кто-то еще придумал и уже так действует, но еще никому не показывал, как это можно сделать с обычными инструментами без применения различных специальных мебельных приспособлений, без применения специальных мебельных крепежей. Все будет собрано на обычных оцинкованных саморезах. Я вам хочу показать, что я сейчас подготовил. Инструмент я уже показал. Сейчас я его немножко отложу в сторону, чтобы он не мешался. Вот я уже подготовил по размеру, отпилил такие вот заготовочки. В принципе, вы можете заказать размеры как и сами. Сразу же отпилить по размеру Леруа Мерлен. Там есть такая услуга. Или вы можете отпилить, если у вас нормальные есть инструменты приспособления, отпилить их сами. Я пилил сам. Качество не очень хорошее пило получилось, потому что пилил я обычной циркулярной пилой ручной. Ну, в принципе, нормально. Для дачного варианта сойдет. Мы как раз находимся у меня на даче. И я вот решил собрать стол. В общем, что у меня здесь есть? У меня здесь есть вот такая вот панель. Это будет ножка стола. Ее размеры 75 сантиметров на 50 сантиметров. Ширина 50, высота 75. Будем в сантиметрах. В общем, две ножки. Одна ножка с этой стороны, другая ножка с другой стороны. Вот две одинаковых панели. Еще у меня здесь есть две панели. Вот такие вот. Тоже две одинаковых. Это также шириной 50 сантиметров и длина у нее 155 сантиметров. Размер вы можете подбирать сами. Сейчас просто посмотрите видео и посмотрите, что получится. Это я вот просто сам по своим размерам, по своему окну прикинул, какой у меня будет стол, и выбрал размеры. Вот. Раз панель 50 на 155, и вторая такая же 155 на 50. Ну и самая большая третья панель, это как раз будет крышка стола. Вот она, крышка стола. Размер у нее 60, это самая широкая, на 160. 60 на 160. Это крышка стола. Сейчас я размечу эту крышку для прикручивания ножек. Вот эти вот панели в качестве ножек, которые у меня вот здесь заготовлены, я сейчас буду размечать, как у меня будут располагаться отверстия. Для чего я возьму панель и по ней буду прикидывать, как я здесь сейчас размещу примерно эти ножки. Эта панель уже, поэтому я здесь оставлю небольшой для свеса крышки пространство, и с этой стороны тоже. Ну, сейчас я буквально по месту буду прикидывать, что у меня получится. Выберем самую ровную сторону, так как я не, уже сказал, я пилил ручным инструментом, а панели
которые мы покупаем, у них уже есть ровный спил. Вот по этому ровному спилу будем ориентироваться. Сейчас я выставлю примерно вот от края, здесь будет у меня сантиметра 4. С этой стороны тоже 4 сантиметра. Здесь у меня получается 2,5. Ну сейчас я просто примерно прикидываю. Здесь тоже где-то вот получилось 2,5 сантиметра. Миллиметр можно даже еще туда подвинуть. И сейчас я введу контур, чтобы по контуру ориентироваться, где примерно у меня будут отверстия. Намечу. С этой стороны, с этой стороны. Можно все, конечно, отмерять рулеткой, но я пока буду делать на глаз. Меня, в принципе, это устраивает. В общем, отмечаю контур вот этой панели, чтобы потом ориентироваться, как же мне правильно потом прикручивать. В общем, выставили, зафиксировали, отметили положение панели. И теперь приступим к разметке местоположений подножки. Размечаем. Фактически мы отмечаем толщину вот этой нашей панели. С этой стороны отметим и с другой стороны отметим. Так, отметили местоположение наших ножек. Теперь эту панель можно убрать. Хочу показать, что здесь получилось. Не знаю, будет видно или нет. В общем, здесь получилась разметка вот две полоски. Мы здесь видим толщину нашей ножки, где отмечено. Здесь мы видим уголок, где располагалась наша вот панель. Эта панель будет полкой нашего стола. Здесь будет две полки. Вот эта крышка стола. И здесь еще под крышкой стола будет у нас полочка. Вот она здесь тоже под нее размечена. И здесь получилось точно так же угол вот этой полки стола отметился. И здесь отметили, здесь это размечено для того, чтобы просверлить здесь и здесь отверстие, чтобы зафиксировать наши ножки. И в принципе можно приступать к сверлению. У меня дрель я буду использовать и как и шуруповерт, и как дрель. И вот посередине толщины ножки ставим нашу дрель и сверлим отверстие. Четыре отверстия готово. Сейчас надо просверлить отверстие в наших ножках. Вот эту панель будем просто использовать как в качестве шаблона, чтобы как можно точнее разместить ножки наши, чтобы они куда-то не уехали и не уползли. Выставляем ножки и просверливаем в них тоже отверстие. Так, смотрим, где самый ровный край. Выставили ножку и просверливаем уже в это же отверстие, которое у нас получилось.
Так, эту ножку мы наметили. Теперь будем отмечать вторую ножку. Ищем ровный край, который будет у нас крепиться к крышке стола. Просверлили отверстие, и сейчас будем закреплять ножки на саморезы. Сейчас я поменяю сверло, так как у меня здесь насадка такая не особо универсальная, быстро не меняется одно на другое. Вообще, конечно, лучше иметь два инструмента, но не всегда это бывает по карману, чтобы и шуруповерт, и дрель. Вообще, я как-то уже привык к дрели, обхожусь без шуруповерта. Шуруповерту надо заряжать аккумуляторы постоянно. Сейчас, кстати, продаются шуруповерты тоже как дрель с проводом от электрической сети. Так что можно, в принципе, их использовать. Я, может быть, попробую, куплю такой. Но я уже говорю, я привык к дрели, и для меня это универсальный инструмент. Убираем полочку нашу. Берем два самореза и прикручиваем. Выставляем по разметке, чтобы у нас немножко наживлю. Так, здесь наживили. Отверстия друг друга попали. Так что можно уже закручивать саморезы до конца. Загоняем шляпку за подлицо с крышкой стола, чтобы она не торчала, не выступала. В принципе, можно, конечно, делать специальные насадкой, высверливать, но я уже приноровился, и у меня получается так, что под головку самореза ничего не надо лишнего здесь делать. Она сама продавливает полотно и становится прям за подлицо с крышкой. На противоположной стороне делаем точно такую же процедуру. Берем нашу ножку, выставляем и прикручиваем. Теперь прикручиваем второй саморез. Вот видите, уже стол практически нарисовался. А всего-то надо было прикрутить две ножки. Сейчас я его переверну. Ставим на верстак нашу конструкцию. Ножки вот болтаются. А чтобы они не болтались, мы вот с этой стороны прикрутим стенку, и конструкция у нас станет жесткой. И вот эти вот ножки у нас болтаться не будут. А в качестве стенки мы используем вот такую панель, по которой мы уже размечали, как мы будем прикручивать наши ножки. Вот она сюда вот так вот становится. Тоже выставляем и размечаем отверстие. Отверстие, как мы тоже будем прикручивать через ножки стенку. Примерно смотрим, чтобы было
посередине толщины, чтобы куда-нибудь не уехать влево-вправо. Опять же говорю, можно прямо точно с рулеткой вымерить все эти расстояния, но я делаю на глазок. Меня устроит такое качество. Сейчас я опять поменяю сверло у дрели, чтобы просверлить. Я надеюсь, что у меня все получится. Ну, как видите, уже что-то вырисовывается. Будем надеяться, что получится хорошо. Итак, сверлим. Так, разметили отверстие, просверлили. Просверлили их. Поменяли насадку. Сейчас закрутим саморез, закрепим стенку. Берем 4 оцинкованных самореза, прикручиваем 2 самореза с той стороны и 2 самореза с этой. Стол практически готов, но у нас еще осталась одна деталь. Это мы здесь сейчас делаем полочку, вот здесь вот, чтобы под крышкой стола у нас была полка. Вот эта вот деталь, я уже как говорил, они одного размера, как вот стенка, так и полка. Полочку я, наверное, сделаю тоже где-то 12, а вы уж как-то, как вам уже заблагорассудится. Опять же, я размечаю, можно сказать, на глаз, я отмечаю только высоту точно полки. Вот эти расстояния я отмечаю вот просто на глаз. Не вымеряю точно, как здесь, будет у меня как здесь. А вы можете этим заморочиться и все прямо точно разметить. Сейчас перевернем стол и поставим сразу туда полку. Так, выставим нашу полочку поровнее, чтобы у нас было вот здесь у нас будет высота 12 сантиметров. Можно сделать, в принципе, чуть побольше. Сантиметров, например, 13 сделать. Так, здесь выставили 13, здесь у нас получается 60, здесь у нас получается 60. Ну вот мы выставили крышку стола. Сейчас будем просверливать отверстие. Сверлим, смотрим по оси, по центру вот этой крышки,
чтобы попасть в середину нашей полки. Верхнее отверстие просверлили. Теперь надо просверлить нижнее. Если здесь мы более-менее видим, как это можно сделать точно, то тут уже это сделать сложнее внизу. Верхнее отверстие мы просверлили. Теперь будем точно так же по этому же размеру сверлить ниже. Замеряем расстояние, какое у нас получилось сверху. Такое же замеряем и снизу. Соответственно, сверлим. Фиксируем полочку. Ну вот, наш стол практически готов. Сейчас осталось вот эти вот опции, которые остались незакрытыми. Ножки, вот здесь вот у стола место спил, они все остались вот такие вот незакрытые ламинатом. У меня тут есть специальная лента, которая также продается в Leroy Merlin. И с помощью утюга вот это вот дело можно сюда прикрутить, приклеить точнее. Вот она также продается вместе с панелями, цвет панелей. Утюжок ставим греться. И вот это прям приклеивается. Приклеивается прямо без утюга. Сюда можно потом будет прибить ножки. Такие пластиковые тоже продаются, но в принципе для меня пойдет и без ножек. Точно такую же процедуру делаем у крышки стола. Здесь тоже торцы не заклеены. Мы их сейчас проклеим, и все будет у нас красиво. Ну вот наш стол практически готов. Здесь вот правда вот получилось, что стол получился довольно широкий. И вот здесь вот крышка у нас будет провисать. Сейчас я переверну стол и закручу еще один саморез примерно где-то здесь посередине. Ну, правда, сейчас я перед этим отмерю расстояние, какое нужно сделать. Это на глаз делать не очень хорошо. Получается 60 сантиметров и 7 миллиметров. Здесь получается ну, тоже где-то так. Сейчас мы развернем стол. Так, посередину надо, наверное, поймать все-таки здесь 158. Это получается 79. 79.
79 сантиметров. И здесь мы отмеряем. Так, чтобы попасть, надо нам отмерить от этой стенки расстояние до панели, чтобы прикрутить нам нашу стенку с той стороны. Значит, здесь у нас получается 35,5. 35,5 плюс 1,5 сантиметра. 1,5 сантиметра делим поровну, получается, ну, примерно 7,5 миллиметров, чтобы попасть нам в центр панели. Отмерили, сверим. Присверлили нашу полочку. Стол практически готов, он же уже совсем готов. Осталось его только снять с верстака. Наш стол готов. Вот у него сделали мы полочку, присверлили. Стол готов к эксплуатации. Вот теперь вы знаете, как можно нехитрым способом, с помощью своих рук, головы, без специальных каких-то инструментов, прямо специфических, крепежа, сделать вполне себе приличный стол. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И если вы хотите увидеть следующее видео, ставьте колокольчик, тогда вы увидите его самыми первыми. Ну все, всем пока, спасибо за внимание.